Всем привет! Сегодня на видеообзоре камера не новинка, но на примере этой камеры я могу ответить на часто задаваемый вопрос в последнее время. Люди спрашивают: увидел у вас вот такую камеру на видеообзоре, купил точно такую, но не могу ее подключить к тому приложению, к которому вы показывали. Вот камера 8 мегапикселей Wi-Fi, ее моделька прописана. Много и часто встречаются камеры именно в вот таком корпусе и такого вида с приложением Tuya Smart. Многие уже пользуются такими вот камерами. Вот именно такой вот корпус с Wi-Fi. Wi-Fi антенна прикручена. Вот так вот она выглядит. С боковыми LED-прожекторами, может быть без боковых LED-прожекторов. Именно вот такой вот вариант. С таким расположением ИК светодиодов с модулем, именно с такой вот мордой, грубо говоря. Но данная камера идет с приложением ICC, XMI Pro, ICC Pro. И какой в итоге ответ? Ты купил такую камеру, ты должен знать перед покупкой, какое приложение поддерживает камера. На странице продавца это все прописано. Пишут и в названиях XMI, ICC, или Tuya Smart, или CamHi. Куча разных приложений для отслеживания видеонаблюдения. Но камеры приложения не взаимозаменяемые. Если эта камера прошита под приложение, поддерживает приложение ICC XMI, то ты не сможешь ее добавить в приложение Tuya Smart или CamHi. Поэтому перед покупкой обязательно обращайте на это внимание. Вид камеры еще ни о чем не говорит. Корпус может быть одинаковый, начинка может быть разная. Поэтому первым делом это учитывайте. Сегодня просто проведу тест вот этой камеры, посмотрим. 8 мегапикселей, небольшой корпус. Камеру предоставил для видеообзора в Украине магазин SmartHat, интернет-магазин SmartHat. Видеонаблюдение, датчики умного дома, все возможные устройства полезные для дома. Те, что вы привыкли видеть на AliExpress, уже есть в Украине. По ссылке переходите. Ссылку оставляю на эту камеру, на SmartHat, кому нужно уже в Украине ее приобрести. И на AliExpress. Также ссылки оставлю, кому удобно заказывать с AliExpress. Чем прикольна камера, что, во-первых, поддержка Wi-Fi, поддержка кабель, может работать по кабелю, кнопка сброса к заводским установкам, разъем питания 12 вольт, камера работает от 12 вольт. Можете подключать ее к автомобильному аккумулятору или же к 12-вольтовому, что там у вас, какому-то другому аккумулятору, блоку питания. Интересно, что камера поворотная, скорее всего имеет слежение, но это посмотрим дальше. Думаю, имеет 8-мегапиксельный вариант, большое разрешение. 3 ночных режима имеется в виду, включение по движению, тому, которому вы задали, LED светодиодов. И очень классные вот эти вот боковые прожекторы. То есть камера работает как LED прожектор интеллектуальный. То есть она светит себе, переходит в цвет, записывает и плюс еще освещает территорию, на ту, на которую она настроена. Поставили по человеку, думаю, что поддерживает силуэт человека. При появлении человека включаются прожекторы и включается запись на карту памяти. Камера полностью самостоятельное устройство, это IP-камера. Может работать самостоятельно, то есть отслеживание будет происходить через приложение или через программу на компьютере. Можно и оттуда отслеживать, как захотите. Так, хорошая такая уплотнительная пробка. Карты памяти поддерживает до 128 гигабайт. И имеется возможность подключения к облаку. Абонплата есть, 30 дней пробного периода дается бесплатно. XMI-евское облако, хранятся там данные, разные тарифные планы есть. Минимальный тарифный план там что-то несколько $. И хранение, кажется, 7 дней тревожных записей. То есть все зависит от той записи, которую вы выберете. Оплата зависит и от количества дней хранения. Чем больше дней хранения, тем дороже.
И если постоянку выберете, еще будет дороже. Есть возможность хранения чисто по тревоге. То есть камеру украли, карта памяти ушла вместе с ней, с камерой, а на облаке сохранились все данные с камеры. Комплект привычный, муфта на RJ45, показывал я вам, как ее монтировать, делал по этому поводу отдельное видео. Если не дал ссылку на видео, спрашивайте в комментариях. Читаю все комментарии и стараюсь отвечать. Блок питания также готовый, 12-вольтовый уже есть, и крепежный элемент. То есть комплект получил, установил и работает. Чем еще хороши камеры в этих корпусах, что они имеют съемный вот такой кронштейн. Все идет пластик, но камера и не тяжелая. Бюджетный вариант камеры, они легкие. Ну и не обладают, конечно, супер какими-то функциями и супер там детализированной картинкой. Если хочешь более качественно, соответственно, платишь дороже и получаешь. Крепится кронштейн на стену, там, где вы задумали прикрепить, прикрутили его. И потом камера просто набрасывается таким вот образом на уже установленный на стену кронштейн. И фиксируется винтами. Все просто. Удобно снимать, удобно устанавливать. Все как обычно и просто. Подключение камеры, блок питания и розетка 220 вольт. Если хотите подключать по кабелю, есть возможность подключить через POE сплиттеры по одному кабелю. Есть возможность эту камеру подключить через POE сплиттер 48 вольт POE на расстояние кабеля до 100 метров. Если просто подключаем 12-вольтовыми сплиттерами, то на расстоянии до 30 метров напрямую зависит длина кабеля, работа на большей длине кабеля от качества кабеля витой пары. Подаю питание, светодиод, синяя индикация работает, и обычный режим загрузки IP-камеры. XMI-евской IP-камеры, можем услышать голос из камеры, тот же самый, ну, как привыкли вы в XMI-евских камерах. Динамик, микрофон, все это дело есть, то есть камера, ну, полный фарш. Все, что нужно, все есть в этой камере. Да, System Starting Up. Очень мощный динамик. Такое объемное звучание. Но понятно, что не супер качественный будет звук исходить из динамика. Это вы можете с приложения, даже из компьютера, с программы на компьютере передавать какое-то сообщение в камеру. Отслеживание идет удаленно через интернет. Вы должны это понимать. Установили камеру у себя на даче. Живете вы в городе, дача за городом. Интернет есть, подключили камеру к интернету и отслеживаете ее удаленно. Присылает она вам уведомление, если кто-то там подходит, проходит мимо. Все, что вы задали. Все работает через интернет. Камеру установили в другой стране, подключили к интернету и отслеживаете ее с приложения. Вся та же самая работа через интернет. Или же в домашней сети. Камеру подключили к видеорегистратору, или же напрямую с приложения на смартфоне. Заходите напрямую со смартфона на камеру. Как на точку доступа. Очень много возможностей за небольшую стоимость. Приложения, поддерживаемые ICC, ICC Pro или XMI и XMI Pro. Все эти приложения находятся на одной платформе XMI. Вы можете камеру добавлять в одно из приложений, если вы зарегистрировались, там аккаунт у вас есть. Камера будет в списке устройств вашего аккаунта, зашли в другое приложение, вошли на свой аккаунт, и у вас там автоматически прогружаются все камеры, которые добавлены были, например, из другого приложения, одноплатформенного, так сказать. ICC Pro, более современный веб-интерфейс. ICC Pro в основном заточены под камеры одиночные, вот поворотные камеры, регистраторы XMI. Но также можно на XMI и камеры добавлять. Плюс настроить по Wi-Fi. Можете по ID настроить, если вы подключили кабель, а обратный конец в роутер. Найдет приложение камеру в вашей домашней сети по ID номеру. Следующий шаг. Все стандартно. Роутер выбираете, к которому хотите добавить, и пароль доступа к Wi-Fi роутера. Здесь жмем QR-код, сканировать, и даем камере прочитать QR-код.
После этих слов еще некоторое время ждем, пока камера вот не скажет фразу именно вот эту. Требуется ввод пароля, вашего пароля, нового пароля. Введите свой новый пароль. Сохраняю. И тут пошло требование, то есть запрос на запись на карту памяти, какую сохранять. По тревоге или нормальную. Карта памяти вставлена, уже мы знаем все. Получать уведомления на смартфон по тревоге. Можно включить, можно выключить. Это такие основные настройки, которые... А глубокие уже можно зайти потом в камеру. Ищем кам 8 мегапикселей в онлайне. Все готово. Отлично. Картинка, сразу вижу, что на свой ценовой диапазон классная. Wi-Fi. Камера работает по Wi-Fi. Сигнал, качество Wi-Fi. Включим кабель. Сигнал, значок Wi-Fi пропадает. Камера будет работать по кабелю. Очень все классно. И что сейчас сразу? Да, есть слежение за движущимся объектом. Картинка с камеры на видеорегистраторе. Видеорегистратор также XMI-евский, одного производителя, что и камера. Будет работать в полной мере, без всяких вопросов. Нашел видеорегистратор камеру в домашней сети. Добавил я на свободный канал. Каждый раз я вам показываю при обзоре камер. Камера такая же, как и прошлые варианты вот таких вот поворотных камер, только в других корпусах они были. Тот же самый функционал, та же самая картинка, того же самого качества. То есть бюджетный вариант так называемых 8-мегапиксельных камер. Можем управлять камерой с видеорегистратора, это большой плюс. Нужно вам, например, вести видеонаблюдение в другой области, территории. Повернули камеру. Может камера полностью под себя смотреть. И также вверх даже не 90 градусов, а немного выше. Также может смотреть. Картинка вполне таки качественная. Нету примесей каких-то других цветов. Все в общем-то более-менее естественно. Понятно, что это не 8 мегапикселей, как мы можем видеть в дорогих камерах. Там супер качество хорошее. Но здесь также видно, что детализированная хорошая картинка за свою стоимость. За свою стоимость это отличный вариант. Звук с камеры в прямом эфире, с колонок видеорегистратора. Звук обычный, звук улицы. Звук также накладывается на запись на картинку, на карте памяти, на жесткий диск видеорегистратора, на облако, куда вы зададите, на FTP сервер, куда вы зададите, чтобы камера писала. Давайте посмотрим на настройки. На 16 канале видеорегистратор может нам показать характеристики камеры. Разрешение 4К и бессменно. Ну, один из минусов, но это бюджетный вариант камеры. В одном из прошлых видео я вам показывал 8-мегапиксельную камеру, где возможный вариант смены разрешения. 4К, там 8 мегапикселей, 5, 2. Здесь невозможно. И формат сжатия H265 и 265X. Устаревший формат также можно ставить, если вам нужно. Число кадров 15. Но тут не удивительно. Все настройки, в общем-то, здесь показаны. То есть характеристики с камеры. И по тревоге, что возможно поставить, это определение силуэта человека или же по любому движению. Или по человеку, или по любому движению. Картинка с приложения на смартфоне. Одновременно отслеживаю и со смартфона. Взял смартфон, пошел. Могу в ходу по мобильному интернету, через мобильный интернет отслеживать камеру, установленную дома, например. Качественная, классная картинка. Также и с приложения. Можно зумировать таким вот цифровым зумом, приближать, рассматривать, что вы хотите. Также можно управлять камерой, протаскиванием или же вызывать джойстик. Это, наверное, в другом. В XMI и в ICC. Но также можно протягиванием управлять камерой полностью. В SD качестве, кстати, можно переключить в HD качество. В HD качестве более картинка. Вот, более детализированный вариант просмотра в HD качестве. Ну совсем другое дело. В мелких деталях даже можно кое-что рассмотреть. Но понятно, что на небольшом расстоянии тут требовать от камеры такого не стоит, потому что это бюджетный вариант ценового диапазона. Кстати, слежение. Жмем на значок. Последовательность одна. Если хотите, чтобы камера вернулась в это место после слежения, сохраняем, настраиваем камеру
место возврата и жмем Set Watch. Set Watch подтвердился, и после этого включаем слежение. Предупреждение обычное, что пропадает функция определения силуэта человека. Но это устаревший уже вариант, но камера рабочая, и все это работает. Время возврата ставлю 5 секунд, проследила за объектом, движения больше нету, вернулась назад. Чувствительность уже по вашему выставляйте. Кстати, заметил еще один интересный момент, который не может не радовать. Смотрите, обновил камеру. Перед этим не на видео, просто зашел в информацию об устройстве и обновил камеру до последней прошивки. Здесь было доступно обновление. Я нажал обновил, и скорее всего это повлияло именно на вот этот момент. Смотрите, камера следит за человеком. Именно следит за человеком. Если раньше вот у вас камеры вы покупали, и там была возможность или же определение силуэта человека с записью без слежения по человеку, или же слежение за всеми объектами. Отключалось определение силуэта человека. Здесь хоть предупреждение и выскакивает, но камера следит за человеком. Смотрите вот в записи. Выделение я поставил объекта, за которым камера должна следить. И она следит чисто за человеком. И еще на неплохом расстоянии. Вон она его там определяет. Это расстояние нормальное для вот этого ценового диапазона. Смотрите еще основные настройки тревоги. Захожу, Intelligent Vigilance, стоит определение силуэта человека. Выделить следы, все вот эти моменты. Жму я сохранить, хоть и пишет, что одновременно не могут работать та или иная функция, то есть слежение и определение. Определение сохранилось, осталось. Захожу в слежение, включение, автотрек switch. И оно также остается включенным. В прошлых вариантах, в прошлой прошивке, или если то выключаешь, это автоматически, то есть включаешь, это автоматически выключалось. Вот видите, она за машинами не следит, хотя слежение стоит. То есть камера, возможно, что может следить за людьми, чисто за человеком. Вот этот вариант после обновления прошивки, поэтому у себя пробуйте. Очень неплохой вариант камеры, очень неплохой. Днем следила на удивление идеально. Увеличил чувствительность, можно вот через приложение это сделать. Чувствительность слежения поставил сейчас в среднее, вернул, по умолчанию средняя стоит. А днем поставил на высокую. И следила она на огромном расстоянии, на том, на котором следят камеры большего ценового диапазона. Сейчас вот ночью вообще не стоит увеличивать чувствительность, потому что появляется очень много ложных срабатываний. Снег, там вот это все, вот это дело может негативно сказываться. Камера некоторые моменты может думать, что силуэт человека. Это даже у дорогих камер здесь не удивительно. 3 ночных режима срабатывают по-видимому, по человеку. Да, по человеку, и переключается в цвет. Двойной, черно-белый и цветной. Ставлю в черно-белый, чтобы камера туда-сюда не переходила и не включала LED светодиоды. Ночная картинка, как вы видите, на хорошем уровне. Можете увеличить яркость, добавить контрастность. Вот человек сейчас идет. Камера все стоит в слежении. Следит она ночью, уже не та чувствительность определения человека, как днем. Но все равно посмотрите на приличное расстояние. Она следит за человеком. То есть провожает его очень далеко таки. Понятно, что помехи здесь вот выступают, мешают. Так камера вообще радует именно по слежению за человеком. Очень классно все это работает. Давайте вот сейчас будет человек идти. Я включу 3 ночных режима. Включу двойной. И посмотрим. Камера именно на человека будет. Должна включать она по человеку. LED светодиоды. Сейчас, если там определит. Да, определила, вот видите, там даже далеко. Включила белые LED светодиоды, прожекторы. Бросила, потому что там уже дальше она человека ночью не различает. Хотя днем намного большее расстояние используется. То есть ночью камера еще выполняет, так сказать, функцию
LED-прожектора с датчиком движения и со слежением. Человек подходит, включаются белые LED-светодиоды, освещает территорию рядом и плюс еще следит за человеком, поворачивается и светит в его сторону. То есть такой себе вот тоже вариант умного прожектора. Но смотрите, сейчас вот проследила за человеком нормально. Это для ночного режима, это для бюджетной камеры, это супер. Камера радует, пробуйте обновлять свои, у которых такой вот функционал был слежение или же силуэт человека. Скорее всего в новых прошивках, если доступно для вашей камеры, эти функции объединили, то есть камера начала следить за силуэтом человека. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме, Телеграм-канал. Все ссылки в описании к видео, Facebook, Instagram, кому что удобно общаться, где подписывайтесь. В дороге много интересных камер. Всем удачи и до следующих видео.